Всем здравствуйте, я приветствую вас в Северном морском музее, и сейчас я немножко вам расскажу о истории Архангельска. На самом деле история освоения Севера начинается с рубежа X-XI века. Именно в этот период времени сюда, на побережье Белого моря, приходят выходцы из старинного русского города Новгорода. Они здесь оседают, входят в контакт с местным населением, в тот момент это были племена финно-угров. И вот ассимилировавшись с этим самым местным населением, эти самые новгородцы впоследствии становятся создателями уникальной культуры, поморской культуры. Собственно говоря, что это такое? Поморская культура – это культура промысловая. Основной род деятельности этих людей – это лов рыбы и охота на морского зверя. Сельское хозяйство здесь тоже, безусловно, было развито, но север край весьма суровый, здесь еще далеко не каждая сельскохозяйственная культура прорастет. А если уж вы живете на берегу моря, то, наверное, самым логичным способом прокормить себя – это начать как-то море осваивать. Поэтому поморы – это те люди, которые стоят, по сути, у истоков освоения Арктики. Здесь у нас в экспозиции как раз представлены несколько типов судов поморских, на которых поморы непосредственно ходили по Белому морю, по Баренцеву морю, даже доходили до Карского моря. Вот здесь, в этой части витрины, вы можете увидеть модель поморского коча. Наверное, самый распространенный тип поморского суда. Вообще, поморское судостроение весьма оригинально. Оно ничего не имеет общего с тем, что будет происходить в судостроении в России дальше, при Петре Первом, в 18, в 19, тем более в 20 веках. Поморы, скажем так, не строили как европейцы. У поморов была своя такая очень интересная особенность постройки судов. Ну, например, поморы довольно-таки редко использовали гвозди и другие железные элементы при строительстве своих судов. Ну, просто-напросто потому, что железа на севере не было, а привозить откуда-то со стороны это было довольно-таки дорого и довольно-таки невыгодно. Поэтому поморы свои суда шили, вот прям в прямом смысле слова. Здесь в экспозиции вы можете увидеть часть борта поморского судна с весьма характерными стежками, да? То есть спиливались деревья, в основном использовались породы хвойных деревьев. Дальше деревья распиливались на доски, доски, как здесь показано, клались нахлёст друг на друга. Далее при помощи вот таких вот не самых хитрых столярных инструментов в бортах проделывались отверстия, и борта сшивались, скреплялись. Здесь тоже множество вариантов развития событий, например, корнями можжевельника. В воде можжевельник разбухал, исключая возможность течи в судно. И вот на таких во всех смыслах необычных судах поморы и начинают преодолевать весьма и весьма впечатляющие расстояния. Во многом история Архангельска начинается со случайности. В середине XVI века англичанин Ричард Ченслер очень хочет добраться до Китая. Правда, дальше Белого моря в силу природных явлений ему пройти не удается. Оставшись возле стен Николо-Карельского монастыря, Ченслер добирается до Москвы. Там добивается аудиенции с Иваном Грозным. Иван Васильевич, пообщавшись с английским гостем, приходит к выводу, что вроде бы и неплохо наладить России торговые отношения с Европой. Но как это сделать? Дело в том, что в Европе есть города, есть порты, туда вполне себе спокойно могут прийти суда, разгрузиться, загрузиться какими-то другими грузами и отправиться обратно. В России ничего подобного не было. И вот в середине века XVI эта чудесная мысль о создании первого портового города придет в голову Ивану Васильевичу. К концу века XVI она воплотится в жизнь. Ну, как гласит официальная история, на правом берегу Северной Двины, на мысе Пурнаволок, вокруг монастыря святого Архангела Михаила и начнет разрастаться новый город. Именно так, слово говоря, Архангельск изначально и назывался. Затем его переименовали в Новый Холмогород, затем в Архангельский город, и только потом Архангельск становится непосредственно Архангельском. То есть город первый портовый, он появляется далеко не на безлюдной пустыне, он появляется на вполне себе обжитой территории. И именно с этого начинается весьма и весьма богатая история. Архангельск очень быстро становится городом важнейшим. Сюда стекаются представители из Европы для торговых отношений, сюда приходят представители, как мы сейчас сказали, из других регионов страны. Здесь происходит самое настоящее смешение самых разных культур. Архангельск на какой-то период времени город поистине европейский, с европейской жизнью, с европейцами, с огромным разбросом языков, самых разных обычаев, правил и так далее. Вот именно в таком виде Архангельск просуществует до 1693 года, до того момента, как сюда первый раз не приедет Петр Алексеевич Романов, Петр I.
При Петре Первом Архангельск становится еще и колыбелью российского судостроения. Именно здесь начинают строить корабли на европейский манер. Это важно. Дело в том, что вообще само по себе судостроение народное, оно существовало до Петра, оно существовало при Петре, оно существовало после Петра. Но вот делом именно государственной важности судостроения становится именно при Петре Первом. И именно при Петре здесь, в России и в частности в Архангельске, начинают строить так называемые новоманерные корабли, то есть суда и корабли, построенные на западноевропейский манер. Нечто подобное хотел сделать и Иван Грозный, нечто подобное попытался сделать отец Петра I Алексей Михайлович. Собственно говоря, он построил первый, по-настоящему первый в истории новоманерный корабль, знаменитый «Орел», который, к сожалению, особо в истории ничем себя не зарекомендовал и вовсе впоследствии был сожжен. Вот. Но вот именно создание флота, вот этим мы должны отдать должное именно Петру Первому. В 1693 году состоится первый визит Петра I к нам сюда на север. Таких визитов будет 3, но вот самый первый, по сути, наверное, визит будет самый важный. Именно в 1693 году Петр I на Соломбальских островах закладывает первую в нашей стране государственную судоверфь. И вот именно с этого момента, по сути, можно начать вести историю российского флота. Вот здесь перед вами в витрине находится модель 54-пушечного линейного корабля «Город Архангельск», который был заложен на Соломбальской верфи в 1733 году. Именно, по сути, с него начнется возрождение здесь судостроительной истории. С чем это будет связано? Ну, дело в том, что север край богатый, богат он лесом, подходящим для судостроения, и довольно-таки глупо со стороны государства было закрывать глаза на такие природные богатства, которые можно пустить на производство кораблей. Поэтому в 1733 году здесь вновь начинается интересная судостроительная жизнь. Строить будут в этот момент много, даже, наверное, больше, нежели чем в Санкт-Петербурге. Все, что будет построено на Архангельской верфи, будет спущено на воду и уйдет на Балтику. Верфь работала исключительно для нужд флота Балтийского. Но вся эта красивая история, к сожалению, в одночасье закончится. В 1862 году верфь будет закрыта, и на этот раз навсегда. Одна из причин тому – технический прогресс. Дело в том, что вторая половина века 19-го – это время, когда вот такие вот парусные деревянные корабли уже уходят в прошлое. На их смену приходят более современный, более молодой флот паровой, то есть пароходы. Суда начинают строить с железными корпусами, и для Архангельска вот такие вот изменения, вполне себе логичные, к сожалению, станут немыслимы, потому что здесь в тот момент не было ни металлообрабатывающих, ни металлоперерабатывающих заводов, а вкладывать деньги в относительно периферийное производство столица, увы, не захотела. И вот исходя из своей нерентабельности, верфь была закрыта, и на этот раз навсегда. Архангельск перестает быть одним из центров судостроения, но сохраняет за собой статус, во-первых, города-порта, а во-вторых, сохраняет за собой статус ворот в Арктику. Из Архангельска начнутся, ну, наверное, самые известные научные экспедиции, целью которых было изучение и освоение и Арктики, и Северного морского пути. Художественная концепция нашей экспозиции – это парусное судно, вот как раз здесь вы можете видеть его остров, который идет сквозь льды. То есть наши витрины – это вот как бы лед. Вообще, глядя на этот остров, мне хочется сказать о том, что я всегда о нем говорю как о неком собирательном образе, да, судна. То есть здесь есть элементы, которые присущи именно деревянному судостроению, да, это деревянные шпангоуты, деревянный форштевень, это такелаж, элементы рангоута и так далее. Но также внутри него есть еще и элементы, которые появились позже, уже во времена флота парового. Это тоже весьма и весьма интересная и отдельная история. Архангельский порт – это порт замерзающий, то есть здесь навигация, она не круглогодична. Так вот, чтобы здесь суда не застревали в акватории порта и жизнь на зимние месяцы не умирала, здесь активно должны были работать суда ледокольного типа. И вот с началом 20 века в акватории появляются и портовые ледоколы, и ледоколы линейные. В частности, здесь в Архангельске, пусть и недолго, работает, ну, наверное, один из самых знаковых и культовых ледоколов, ледокол «Красин», который сегодня превращен в музей. Этот музей является филиалом Музея Мирового океана города Калининграда. Сам «Красин» находится в городе Санкт-Петербург на набережной лейтенанта Шмидта. А мы с вами давайте пойдем на него посмотрим, какой он был, когда его только-только построили. Здесь у нас во второй части экспозиции уже век 20. Вот как раз век пароходов, век самолетов и век, наверное, самых
знаковых полярников, которые активно изучали и Арктику, и Северный морской путь. Один из таких первых российских ледоколов представлен у нас здесь. Точнее, даже не ледокол, это ледокольный пароход. Ледокольный пароход «Вайгач». Был еще точно такой же второй ледокольный пароход «Таймыр». Они на пару целых 5 лет, с 1910 по 1915 год, исследовали Северный Ледовитый океан. В 1913 году гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана, участниками которой они были, совершает последнее значимое географическое открытие на планете Земля. Эта экспедиция открывает архипелаг Северная Земля. В тот момент названный очень просто Тайвай, по первым 3 буквам названием судов. Затем этот архипелаг довольно-таки, опять-таки, быстро переименовывают в землю императора Николая II, 1913 год, это год 300-летия дома Романовых. Ну, а уже в советское время этот архипелаг получает свое такое достаточно нейтральное название, именно Северная Земля. Примеры портовых ледоколов можно посмотреть у нас здесь. Вот, например, вот в этой витрине находится ледокол номер 8. Это такое его весьма необычное название. Специально была заказана целая серия английскому судостроительному заводу для постройки вот этих вот ледоколов. Вот как раз ледокол номер 8 достаточно активно ходил по акватории Архангельского порта. Сегодня, конечно, в составе уже никаких пароходов у нас нет, да, судов с паровым двигателем, но еще в начале 90-х годов как раз вот такой вот небольшой паровой буксир здесь в акватории порта можно было увидеть. То есть представляете себе тип судна, который появился когда там в 19 веке, вот буквально до конца 20 века вполне себе активно ходил. Весьма тоже любопытная модель находится дальше. Это пароход «Профсоюз». Самый настоящий труженик и долгожитель. В 1912 году это судно было построено. Это английский пароход, который был куплен впоследствии советским правительством. Так вот, представляете себе, до 70-х годов это судно активно ходило, в том числе и по Северным морям, и входило в состав, в том числе и Северного морского пароходства. Примеры других ледоколов и ледокольных пароходов находятся у нас здесь, дальше в экспозиции, которая рассказывает про советский период освоения Арктики. По мне, так это, наверное, один из самых ярких эпизодов, в принципе, за всю историю освоения и Северного морского пути, и Арктики. Кульминационными во многом становятся 30-е годы. Именно в 30-е годы полярник — это не просто профессия, полярник — это не просто бородатый мужик, который сидит на льдине, это нечто большее, это самый настоящий культ. До того момента, как Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, все парни мечтали быть именно полярниками. Про полярников снимали фильмы, писали книги и в какой-то момент времени даже называли детей весьма необычными именами. Например, Оюшминальда. Если расшифровать, получается Отто Юлич Шмидт на льдине. Здесь представлено в этой витрине несколько ключевых судов для истории советского освоения Арктики. Пожалуй, наверное, самый знаменитый и самый важный из них — это ледокольный пароход Александр Сибиряков. Именно на нем впервые в истории Северный морской путь будет пройден за одну навигацию. Представляете себе, где-то, наверное, с 18 века человечество пыталось всеми правдами и неправдами это сделать. Получилось это лишь только в 1932 году на советском ледокольном пароходе. После этого будет, в принципе, доказано о том, что Северный морской путь, он вообще, в принципе, пригоден для судоходства. То есть его действительно можно использовать, ну, например, для каких-то торговых операций. Ну, а самая последняя в этом ряду модель — это как раз уже упомянутый мной ледокол «Красин». Вообще у «Красина» к Архангельску свои такие отдельные счеты. Дело в том, что в 1916 году этот ледокол будет спущен на воду в Англии, придет сюда для работы на Белом море, придет под своим первым именем, под именем Святогор. Правда, проработает здесь недолго. Начнется революция, грянет 17-й год, а затем начнется в 18 году интервенция, и тут произойдет весьма и весьма любопытное событие. Дабы перегородить путь надвигающимся сюда английским интервентам, будет принято отважное решение Святогор на фарватере Северной Двины затопить. Но тут в дело вмешается либо случай, либо обыкновенное незнание, потому что Святогор затопят, ну, можно сказать, рядом с фарватером Северной Двины. Англичане все равно сюда придут. В свою очередь Святогор со дна Двины поднимут и уведут в Англию. До 20-х годов он будет ходить под английским флагом. А затем стараниями советского полпреда Леонида Красина он будет возвращен обратно в Советскую Россию, а после
смерти Красина уже получит свое нынешнее имя. Это участник всех ключевых и знаковых экспедиций, научных, спасательных, поисковых. В 1928 году этот ледокол спас итальянца Умберто Нобеля, который потерпел крушение на своем дирижабле «Италия» возле берегов Шпицбергена. Это спасательная операция, в которой принимали участие не только советские полярники, там были и шведы, и норвежцы, и итальянцы. Всем миром спасали Нобеля, но вот именно советскому ледоколу удалось добраться до лагеря этих несчастных итальянцев самыми первыми. Ну а послевоенное и судостроение, и ледоколостроение тоже весьма и весьма любопытно. Пароходы уходят уже в прошлое. С начала 60-х годов начнут активно строить теплоходы, суда с дизельным двигателем, и ледоколы уже будут тоже работать не на пару. Они будут работать уже тоже на дизельном двигателе. Вот последняя в этом ряду модель – это не то чтобы легендарный, но достаточно интересный ледокол «Мудюк». Он постройки финской, начала 80-х годов, ходил здесь по акватории Белого моря до начала нулевых годов. Сегодня порт его приписки – это город Санкт-Петербург. А вот в Архангельске до сих пор работает его брат-близнец, ледокол «Диксон». Округлые обводы корпуса ледокола не дают ему застрять во льдах. Льды сжимают судно, но из-за округлой формы как бы выталкивают это судно на поверхность. К слову говоря, у поморских судов корпус судна был вот точно таким же. Это роднит ледокол с поморским судном. Вот здесь за окном находится Красная пристань. Таковой она, конечно, стала далеко не сразу. До советского времени это была пристань Соборная. Переименовали. Это место знаковое для истории Архангельска. Дело в том, что именно отсюда начинались, например, многие арктические экспедиции. Вот, например, известная экспедиция к Северному полюсу Георгия Яковлевича Седова в августе 1912 года начиналась именно с Соборной пристани. В советское время здесь тоже было много легендарных судов. Сегодня, конечно, может быть, судов чуточку поменьше, но, тем не менее, периодически движение судов, например, до порта Бакарица можно наблюдать. Архангельск – это город, который раскидан по островам. Добраться до этих островов сегодня можно при помощи речных теплоходов, которые активно ходят по акватории Архангельского порта.